Спустя 27 минут после смерти женщина очнулась. Затем она написала записку, от которой у всех по спине побежали мурашки. Дженнифер Хайнс была в больнице и, наконец, очнулась после 27 минут коматозного состояния, из которого многие не выходят. Майкл, ее супруг, был уверен, что его жена чуть не умерла от недавнего сердечного приступа. Его страх и беспокойство были хорошо оправданы, ведь было действительно неясно, сможет ли она когда-нибудь снова проснуться, и понимание этого ужасало его. Ни Дженнифер, ни кто-либо другой не думали, что ей грозит остановка сердца, ведь мать 4 детей всегда была в хорошей физической форме и прилагала максимальные усилия для поддержания своего здоровья, занимаясь физическими упражнениями и придерживаясь здоровья. Возможно, ее семья никогда не ожидала, что в какой-то момент ее сердце может полностью и безвозвратно перестать работать. Несмотря на то, что неотложная медицинская помощь была поразительно быстрой, самым удивительным было то, что произошло позже, и о чем никто не мог бы и подумать. После того, как у Дженнифер случился сердечный приступ, в попытках спасти свою любимую жизнь, Майкл не оставлял ее ни на минуту, помогая работникам скорой помощи. Врачам пришлось 5 раз встряхивать сердце Дженнифер, чтобы оно заработало, так что это тоже был нелегкий и болезненный процесс для всех присутствующих. Несмотря на все их усилия, бригада не знала, что женщина, потерявшая сознание, находилась на грани смерти. Видите ли, Дженнифер перенесла сердечный приступ, который критически близко подошел к летальному исходу. Однако история, наконец, чудесным образом изменилась к лучшему, когда Дженнифер, которая была объявлена мертвой около 30 минут назад, неожиданно и умиротворенно удалось проснуться. Ее сообщение, которое она написала в тот момент, стало результатом серии событий, о которых рассказала Дженнифер, и которые шокировали всех окружающих. 13 февраля 2019 года Ричард, друг семьи, позвонил, чтобы проведать пару, когда они были на прогулке, и это вызвало множество воспоминаний и неясности в отношении произошедшего. Вскоре после того, как друг Хайнсов появился, в их доме случилось несчастье, которое никто не мог бы предугадать. Дженнифер буквально упала лицом вперед прямо на пол, и это мгновение изменило их жизни навсегда. Ричард крикнул Майклу, чтобы тот немедленно позвонил в больницу, когда понял, что возникла серьезная проблема, и этот крик резонировал в сердце каждого, кто был свидетелем этой катастрофы. Майкл поначалу был озадачен, потому что всего несколько секунд назад Дженнифер выглядела в хорошем состоянии, и этот резкий переход от нормального состояния к критическому сбил его с толку. Но когда отец 4 детей увидел свою жену на полу, он понял, что ее состояние резко ухудшилось, и в его сердце вспыхнули тревожные сигналы. Майкл вызвал скорую помощь, как только понял, что жизнь Дженнифер может быть в опасности. Более того, основываясь на своих наблюдениях, Майкл глубоко в душе подумал, что у Дженнифер сердечный приступ. Страшным и угнетающим был тот факт, что она потеряла сознание, и ее дыхание, казалось, остановилось. В результате Дженнифер пришлось уложить на спину, чтобы оба мужчины, и Майкл, и Ричард, могли сделать ей искусственное дыхание, испытывая страх и невысказанное беспокойство. Пока не прибыла скорая помощь, 2 мужчин вместе боролись за то, чтобы Дженнифер осталась жива, не обращая внимания на собственную усталость и панику. В частности, потребовалась компрессия грудной клетки, о чем Майклу сообщил сотрудник службы экстренной помощи по телефону, и эти слова эхом, отголоском звучали в голове, словно подчеркивая всю важность момента. Ричард сразу же начал давить Дженнифер на грудь, не имея какой-либо предварительной подготовки, но учитывая физическую нагрузку и безмолвные требования сложившейся ситуации. Майкл действительно думал, что Дженнифер умрет во время инцидента, и этот страх пронзал его до глубины души. Ее веки не закрывались, они были открыты,
а глаза закатились к макушке, что заставляло его сердце замирать от ужаса. Затем, когда на место происшествия прибыли медики, они заменили мужчин и продолжили делать то, что им было предписано. В этот момент обеспокоенный муж мог только наблюдать, как врач пытается спасти жизнь Дженнифер, и пытался сконцентрироваться на каждом движении докторов. В попытке расшевелить сердце женщины врачи 5 раз использовали дефибриллятор по дороге в больницу. Каждый раз, когда Майкл слышал звук аппарата, он чувствовал, как его сердце сжимается и падает в бездну отчаяния. Когда ее увезли в медицинское учреждение, Майклу пришлось смириться с тем, что его любимая жена может не выжить, и он обратился к Богу в трудную минуту, прося о чуде. Вспоминая свои молитвы, Майкл пытался договориться с Богом, от всего сердца надеясь услышать знак. «Бог, верни, пожалуйста, мою Дженнифер, и можешь забрать все остальное», — шептал Майкл. «Все наши машины, деньги и мое здоровье. Главное, чтобы Дженнифер выжила». И, похоже, молитва Майкла была услышана как солнечный луч среди туч. Видите ли, врач сообщил ему, что его жена была жива, когда он прибыл в больницу, и это известие стало лучом надежды для него. Таким образом, выживание Дженнифер стало для Майкла настоящим чудом, о котором он никогда не перестанет рассказывать. Он действительно думал, что Бог ответил на его молитву, и это ощущение придавало сил. Доктор Сэндман, однако, заявил, что Дженнифер не погибла благодаря усилиям Майкла и Ричарда, однако это не уменьшало значимости их действий и проявленной смелости в этот критический момент. Более того, по словам его жены, пока она была без сознания, у нее была предполагаемая встреча в загробной жизни, когда она была мертва в течение 27 минут и начала вспоминать события, которые могли изменить ее взгляд на мир. Более того, Дженнифер — не единственный человек, который утверждает, что видел что-то за пределами этого мира. Среди людей, которые были воскрешены в прошлом, есть те, кто утверждает, что видели странные огни или страшных животных, когда они были без сознания, и их воспоминания были не менее шокирующими, чем ее собственная история. Естественно, что вокруг загробной жизни много интриг, поскольку никто не может предсказать, что произойдет с нами, когда мы уйдем из жизни. Многие люди, у которых были видения во время околосмертных переживаний, действительно описывали ощущение спокойствия и непринужденности, когда их заливал ослепительный свет. Особенно в момент, когда Дженнифер, которая не могла выразить свои мысли вслух, оказалась интубированной, и ей дали ручку и бумагу для облегчения общения. Затем почерком, который было почти невозможно разобрать, она просто нацарапала «Иисус». Когда родственники спросили Дженнифер, о чем она говорит, она указала на небо, обозначая небеса, в то время как они были озадачены и в недоумении спрашивали себя, что же увидела их любимая. Она сказ Бэйби, что видела Иисуса там, у каких-то ворот, ведущих к яркому золотому свету, и это видение стало для нее источником надежды и уверенности. В тот день Дженнифер стала свидетельницей маленького кусочка рая, и она действительно верит в это, ощущая, как покой наполнен удивительными эмоциями и желанием поделиться им с другими. Из того, что рассказал нам врач, я действительно умирала 5 раз и возвращалась к жизни, продолжила она, намекая на то, сколько раз ей приходилось останавливать и оживлять сердце, и эта информация трогала сердца всех, кто был вокруг. Ее метаморфозы не остались незамеченными, и рассказ о встрече с загробной жизнью, как и во многих других сообщениях, напоминал о свете, окружающем ее. И именно в этих золотых лучах, по словам Дженнифер, стоял Иисус. Кроме того, видение Дженнифер привело и ее, и Майкла к вере в то, что ее спасение было намерением Бога, и, как следствие, они все по-новому взглянули на жизнь, пронизанную надеждой и верой.
Во время интервью Майкл сказал Дженнифер: «Я так благодарен, что Бог не забрал тебя ни тогда, ни сейчас, и что ты по-прежнему остаешься моей женой. Поэтому я радуюсь каждому дню, и это каждодневное счастье стало их неотъемлемой частью». Но это не единственное, что изменило жизнь Дженнифер и Майкла после сердечного приступа. В наши дни они оба являются служащими местной церкви, о которой так часто мечтали, и их вера стала основой для нового начала. История Дженнифер слишком реальна, чтобы ей не поделиться, и она придала мне больше уверенности в вере, которая так часто остается незамеченной. Ричард в своих словах написал: «Мои планы на жизнь изменились благодаря тому, как вы бесстрашно любите Иисуса и других людей». Тем не менее, Ричард не единственный, кому не терпится рассказать другим о том, что увидела Дженнифер. Мать 4 детей откровенно поделилась своей встречей с потусторонним миром со всеми, кто был готов слушать, связывая свою историю с жизнью других. Она даже поделилась своим рассказом в общественной церкви, где благодарила всех за их поддержку и молитвы. Дженнифер выразила свою благодарность за события, которые произошли в тот момент и повлияли на ее судьбу. Обращаясь к прихожанам, Дженнифер сказала: «Я должна иметь возможность говорить о том, что видела лик Иисуса. Я думаю, что это такой замечательный, изумительный подарок». Тем временем Майкл, вдохновленный этой новой жизнью, рассказал о своей интерпретации событий и о том, как это изменило их обоих. «Я знаю, что Бог, в которого я верю, тронул сердце Дженнифер и позволил ей вернуться, и это было величайшим благословением моей жизни». Но, несмотря на то, что они вновь поверили в Бога, Дженнифер и Майкл признали, что другие люди внесли свой вклад в усилия по спасению ее жизни, ведь без них все могло бы сложиться иначе. Они выразили свою благодарность непосредственно каждому человеку, помогавшему им в тот ужасный день. Дорогие зрители, а верите ли вы в Бога? Расскажите, пожалуйста, в комментариях, если вы пережили что-то подобное. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.